Сегодня я расскажу вам об удивительном мире бабуинов, о том, для чего они воруют маленьких щенков и что же они на самом деле с ними делают. Эта захватывающая история наполнена нюансами о жизни дикой природы, хитростях и естественной адаптации животных. Я уверен, что вам будет интересно. После просмотра оставлять лайк и подписку на канал — ваше решение. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Когда-то давно бабуины обитали в горах и бескрайних степях Восточной Средней Африки, далеко от человеческого вмешательства. Эти высокоразвитые существа с ярко выраженными социальными навыками развили восхитительную способность к адаптации, что в конечном итоге повлияло на их выбор нового места жительства. Увидев возможности, которые предоставляет человек, бабуины начали приближаться к цивилизации, обстоятельствам и таинственным, но удобным человеческим поселениям. Но с этой миграцией не все прошло гладко. Столкновение с людьми создало множество проблем как для местных жителей, так и для туристов, желающих насладиться красотой животного мира. Стая бабуинов обычно состоит из 60-80 особей, и в их обществе есть строгая иерархия. Основным руководством этой группы служит совет вожаков, состоящий из 3-4 самых уважаемых самцов, обладающих опытом и мудростью в принятии коллективных решений. Эти вожди проводят стаю через возможные угрозы, принимают решения о передвижении, выборе места для ночлега и, что особенно важно, о стратегии поиска пищи. Каждую ночь они совершают набеги на сельские поля, обносят сады местных фермеров и даже пытаются врываться в дома человеческих обитателей, порой вызывая настоящую панику среди мирных жителей. Неудивительно, что появление таких агрессивных созданий наполняет страхом сердца тех, кто проживает рядом. На фоне этой хаотичной жизни вдоль городских улиц и окрестностей патрулирует специальная полиция, задача которой — поддержание порядка. Они используют пейнтбольные ружья для отпугивания стаи, однако даже такие меры, к сожалению, не всегда работают. Бабуины остаются провокаторами, и даже когда специальная служба прибывает на место инцидента, убежать или укрыться от стаи не всегда удается. Поэтому жители и туристы получают строгие предупреждения о том, что при встрече с бабуином лучше всего отдать ему все, что его заинтересует. Это не просто дикая обезьяна. Это умное и хитрое существо, готовое пойти на все ради своего выживания. Среди всего этого хаоса бабуины нашли для себя невероятное решение своей пищевой проблемы. Они быстро научились использовать свалки, которые создаются людьми как один из основных источников питания, ведь тут всегда можно найти что-то съедобное. Это создало конкуренцию со стороны гиеновидных собак, которые тоже привыкли собираться в большие группы и выбирали неистощительные способы добычи пищи. Их столкновения породили нередкие споры, которые иногда перерастали в настоящие драки. Но как бабуины, так и гиеновидные собаки нередко избегают конфронтаций, рассчитывая на храбрость и превосходство численности. Живя бок о бок с человеком, наблюдая за его привычками, бабуины не могли не перенять некоторые полезные аспекты его существования. Например, они стали осознавать, какую роль играют для людей собаки, и что добавление таких животных в свои ряды может сильно облегчить их жизнь.
Вскоре они поняли, что взрослую собаку вряд ли удастся приручить, и поэтому пришли к выводу, что лучшим вариантом будет присвоение себе маленьких щенков, у которых нет опыта и навыков, чтобы противостоять этим сообществам. Смешно, но забавно, что сам процесс воровства щенков у местных фермеров или у бродячих собак происходит довольно мирно. Стая бабуинов не проявляет агрессии к щенкам. Напротив, они начинают заботиться о них. Щенка подкармливают, всячески играют с ним и обучают правилам своего мироощущения. Постепенно, когда этот щенок вырастает, он оказывается в уникальной позиции, становясь другом и защитником стаи. Малыш, изначально лишенный родственных связей, становится частью этой обширной социальной группы, что стирает границы между видами. Взрослея, щенок становится важной частью жизни бабуинов. Он следует за стаей, помогает им отгонять диких собак от мест свалки, пока стая фокусируется на добывании пищи. Однако эта почетная роль не меняет статуса собаки в стае. Она так и остается питомцем, воспринимаемым бабуинами, как инструмент, способный помочь им в решении задачи по обеспечению пропитания. В отличие от своих хозяев, бабуины никогда не воспринимают своих подопечных как равных или сородичей. Для них собака остается лишь наемным работником, выполняющим свои обязанности. Хотя в некоторых случаях эта ситуация может меняться, образуются крепкие связи, несмотря на различия между видами, и в итоге образуется уникальная дружба. Интересно наблюдать, как эти необычные связи между бабуинами и щенками возникают и развиваются. Собаки, вырастающие в окружении обезьян, начинают усваивать некие правила их поведения, учатся защищать стаю от потенциальных врагов и вместе с ней искать пищу и укрытие. Их жизнь становится настоящим приключением, полным неожиданностей и проявлений заботы, понемногу разрушая все стереотипы о том, как должны взаимодействовать различные виды. Этот захватывающий процесс предоставляет нам уникальные взгляды на общество и поведение бабуинов, демонстрируя, как эти живые существа приспосабливаются в изменяющихся условиях и взаимодействуют друг с другом. Это уникальное проявление поведения показывает, как различные виды могут сосуществовать в одной среде и использовать друг друга для своих целей. Бабуины находят в своих питомцах дополнительные ресурсы для борьбы за выживание, но также создают незабываемые и загадочные связи, которые заставляют нас переосмыслить свое представление о жизни в дикой природе. Таким образом, в этой увлекательной истории о бабуинах и маленьких щенках, растущих в окружении своих новых семей, мы видим, насколько жизненно важно принимать и заботиться друг о друге, даже если это касается животных разных видов. Неопытные щенки получают возможность вливаться в социальные расы и таким образом выживают в жестоком мире дикой природы, а бабуины находят в них верных помощников и союзников. Если вам понравилась эта потрясающая история о необычных взаимоотношениях между бабуинами и щенками, вы можете смело ставить лайк, подписываться на канал и делиться мнением. Но ваш выбор, конечно, останется за вами, поэтому желаю вам приятного просмотра и незабываемых впечатлений. Пусть эта история поможет вам увидеть мир дикой природы с новой стороны и понять, что взаимосвязи между существами бывают весьма необычными и многогранными.
Напоминаю вам, что забота о каждом живом существе, независимо от их происхождения, ценна, а дикая природа полна сюрпризов.